Всем привет-привет! Тэхён, Чонгук. Побывали на совместном мероприятии. Очень много комментариев, разделились. Да, нет. Я о чем? Кто-то говорит о том, что ой, ну это запланированная акция компании, это же не они лично от себя выходили в свет как пара. Да понятное дело, я тоже так же думаю. Помните, я вам говорила, обращайте внимание на взгляды, на движение, на общение. Во время мероприятия было ли что такое интересненькое от вегуков, подсказки какие-то и так далее, намеки на их взаимоотношения? Конечно, были. И в этом видео, скажем, фильм про фильм. И я сделаю расклад Таро, но плюс еще будут дополнительно видео какие-то, ставлю фотографии и так далее. Немножечко там сделаю какие-то пометки, описания и так далее. Будет интересно, смотрите видео до конца, садитесь поудобнее и начинаем. Что я хочу спросить, это запланированная акция компании или не запланирована? Или, допустим, пусть нам карты покажут, это их была акция, но согласованная с компанией. Ну, может быть так даже, да? Вот спросим у Таро. Это их лично акция, и они предложили компании эту. Потому что все-таки они ходили на премьеру со своими друзьями, с друзьями Тэхёна. По чаше вышла. Вот я скажу по этой карте, это личное. Здесь нет компании, совершенно нет компании. Но эта карта может говорить о согласовании. Инициатива от одного человека. Согласовались с компанией. Мы видим вот карты. Пошла карта Дьявол. Посмотрим на всю картину, мы ясно видим. Карта искушения, карта возможностей. Предоставилась возможность по этой карте показать, ну, например, свое общение с друзьями. Для любого из них, скажем. Это карта шоу. Побывать на шоу. Засветиться. Карта получения дохода. Напрямую карта с этим связана. То есть побывали на мероприятии, шоу денежное, получили деньги, вознаграждение. Семерка мечей, смотрите, крадется в темноте, да, воришка такой. Но карта очень хорошая. Пусть он и крадется, но в этой карте его не поймают. Он сделает свои дела и будет доволен. Человек, который организовал это шоу, мы видим, это его идея. И я спросила по поводу ребят, это их идея, их планы. Вот карта вышла, да. Карта связана напрямую с планами. Организовать вот шоу, показать, в общем, все запланировано. Я не вижу здесь компании, да. Ну вот это может быть зависимость от компании. Вот. Здесь согласовались с компанией. Здесь нет, что это акция компании. Здесь больше вот своя подача. Так, еще достану карты. Ну да, получили денег, вот вознаграждение. То есть сходили ребята, получили за это денег, вознаграждение. Организовали шоу. Да, это их проект. Организовали шоу и получили карта звезда. Засветились звезды на мероприятии. И получили гонорар. Между прочим, очень хороший по этим картам. Потому что эта карта как бы на начало, и на конец вышли две карты. Начало и конец, в общем, получение вознаграждения. И очень хорошо заработали, скажем, да, вышли ребята, потусовались, и при этом пообщались, вот карты есть, себя показали, и хорошо заработали. Но это именно они, здесь нет компании. Возможно, вот эти две карты, они прям рядом вышли. И, возможно, да, они согласовали. Но это вот именно так, как один человек вышел.
Это, скажем, его шоу, его мероприятие. Ну, так как я говорила, обращайте внимание на взгляды, движения, эмоции, внимание друг к другу. Какое проявляли друг другу ребята. Вот из этого оценку, ну а также мы у Таро спросим. Какой был вопрос, держались за руку они, это было просто дружеская поддержка или что-то личное? Спросим у Таро. Карта может говорить о поддержке, да, но также может и говорить о личном. Колесо фортуны карта, и это все-таки, смотрите, карта вышла пары. Это может быть как и поддержка личная, а также и дружеская поддержка. Поддерживают друг друга по этим картам. И неважно, это личная поддержка или как знакомых друзей, вышла поддержка. Колесо фортуны. Вот карта такая замечательная им вышла. Карта отношений, эмоций, чувств. Не смотрите, что четверка чаш, человек в ожидании и так далее. Это карта с чувствами, с эмоциями. Предоставилась возможность вот показать, допустим, карта достижений. Вот возможность поддержать друг друга, свое отношение к друг другу. Выходил проект, это проект одного человека, а второй вот поддержал его. Карты вышли, мы видим. Это очень хорошая карта. В общем, мы видим в картах здесь содружество, поддержка, пара вышла, поездка вот на какое-то мероприятие. Шестерка жезлов, эта карта входит с триумфом. Вот если в классике всадник с триумфом въезжает, вот я победитель, куда-то он там въезжает. В общем, я достиг успеха, встречайте меня и так далее. Вот карты говорят об этом. Мы видим из карт явное взаимодействие и поддержку друг друга. Так, следующий у нас вопрос. Не совместная трансляция, не их совместная трансляция. И поэтому вот Тэхён его бросил, Чингук тосковал и так далее. Возможно, конечно, да. Теперь мы знаем, что Тэхён потом тоже вышел в лайв, и он сказал, что я уснул, в общем, да, напился и уснул. И Чингук вышел в лайв, а я его не вышел, не поддержал, потому что я, в общем, спал, да, отдыхал. Он объяснил это, он же не вышел просто так поздороваться. Каждый день ложится спать и каждое утро встает. Но при этом он не выходит в лайв и не здоровается, в общем, да. А именно после трансляции он читает комментарии, понятное дело, и там очень много комментариев о том, что вот Тэхён такой-сякой не поддержал Чингука, и, в общем, что за дела. И вот он вышел в лайв и, в общем, сказал, я бы его поддержал, я бы тоже вышел в лайв и пообщался бы, но я уснул и так далее. И мы спросим, почему Тэхён на самом деле не вышел в лайв? Смотрите, во-первых, кубки, да, кубки говорят о том, что вот если, например, я бы делала клиенту, да, и спрашивала, а где он вчера был? Вчера, картам говорит, да, да, вот, возможно, выпивал, да, с кем-то, с друзьями какими-то, понимаете, да, эта карта может говорить о том, что, ну, да, напился, и карта, да, отдыхал, вот карта вышла прям, да, привозно, и еще одни чаши вышли, в общем, он глубоко напился и, в общем, скажем, отдыхал, да, все, завис, уснул, в общем, не до... А это трансляция, можно сказать. И вот, смотрите, десятка, она уже закончилась, эта трансляция, да. Во-первых, трансляция, они, наверное, финансы получают, деньги от этой трансляции. Возможно, они хотели побыть подольше вместе, потусоваться там, чтобы заработать денег. Смотрите, карты прям четко говорят о том, что для них это было бы вознаграждение, деньги и так далее. Здесь деньги. А еще карта ресурса, вот это именно поддержать, да, Чингука, это персонаж. Если мы в эту сторону посмотрим, вот поддержать Чингука и пообщаться. При этом заработать денег. Ну, вот он, смотрите, карты, уснул,
в общем, и все. Ему не до трансляции, потому что он после вот посиделок с друзьями, кстати, они были с друзьями. Вот по этой карте, если она вышла, здесь может быть 6 человек их было. Можно по-разному читать эти карты. У карт Таро много значений. Возможно, у них была женщина какая-то между ними. Ну, с ними там, в их компании, да, какая-то женщина была. Возможно, кого-то этих друзей, возможно, там подруга, жена или так далее. Ну, вообще результат, вот почему не вышел, мы видим по картам. Он спал, во-первых, ну и подтверждает то, что он был пьян, в общем. Да, эти карты чаши может говорить об этом. Будем спрашивать у карт Таро будущее, да. Всегда хотят все знать будущее, что ожидает. Карты могут показать здесь и сейчас, могут показать ближайшее будущее. И мы узнаем, что сейчас готовят Тэхён, Чонгук. Мы посмотрим, какие карты выйдут. Вот они хотят, смотрите, ой, они прям у меня в руках, они все прыгают и прыгают. И вот смотрите. Карта вышла обдумывание, карта планов каких-то, тоже карта планов. И карта солнышка вышла. Я скажу, они планируют, это карта коллектива, это карта совместно с кем-то. И вот планируют, что-то планируют они, да, что-то обсуждают по этим картам. Все 3 карты это карты семейные. То есть я скажу, вот по этой карте они дома. Вот я сегодня делаю расклад, да, они сейчас дома. Карта связана, это, возможно, вот мать. Это может быть сестра вот у кого-то из них там, да. Но мы знаем, у Тэхёна есть сестра. Но если больше женщины вышли, это вот совместно, возможно, несколько людей, да, вот где-то они, возможно, дома, скажем, если здесь и сейчас. И заняты какой-то работой, смотрите, совместной работой. Вот. По этой карте, возможно, что-то меняют, закончен какой-то этап работы. Возможно, вносят какие-то коррективы, чтобы вот предоставить это на публику. Вот солнышко вышло. Если я посмотрю нумерологию, да, и, кстати, мы об этом узнаем, потому что 8 жезлов вышла, вот карта. Смотрите, 7 и 8. Мы об этом узнаем. Вот. Здесь, знаете, нумерология, 8, вот по этим картам. Это говорит, что проект связан с большими деньгами, с чужими людьми какими-то. Здесь, возможно, какое-то шоу. Вот. По этим картам, вот если мы возьмем вот эти карты, это больше шоу, знаете, такое похоже, не музыкальное какое-то шоу. Это больше связано, вот, например, знаете, как вот Чонгук онлайн выходил, что готовил там лапшу, да, вот такого плана шоу. Возможно, кухня какая-то, да, возможно, вот совместный какой-то проект, потому что вот это идет речь о каком-то совместном проекте. Здесь вот совместный, вот эта карта совместный проект. Проект уже завершен почти. Вносятся коррективы, доработки, поправки какие-то. Вот первая эта карта вышла вот эта, да, и эта карта вообще-то планов. Сказала вначале об этом. И карта начала и окончания. И здесь, возможно, вот идут строго своим намеченным планом. Но вот здесь в картах, и тоже карта вышла планов, вот, но здесь явно в картах идет речь о каком-то шоу. Потому что вот эта карта совместная, она не говорит о том, что человек один. Вот эта и вот эта карта. И это почти, этот проект завершен.
предсказывала, мы видели карту, что мы увидим это шоу. Но, как я говорила, вот эти карты, вот прям вот эти вот карты, они говорят о каком-то шоу такого домашнего какого-то типа. Как, к примеру, Шуга вел, да, вот приходили к нему в гости, там, что-то поели, попили, или вот вообще что-то приготовит. Вот как кухня Джинни, к примеру. Тэхён был в этом шоу, вот карты об этом могут говорить. Ну и на удачу им достану карту. Карта такая шикарная, это карта денег, рыцарь Пентакли. Это реально вот это шоу, которое, да, их совместное шоу, принесет им прибыль, колесница и карта император, карта шоу. Смотрите, какие шикарные карты. Такие шикарные карты. Их совместный проект принесет им вот кучу денег. Какие чудесные им карты вышли на будущее. Подытожу, скажу, здесь поездка, какая-то вот организация какой-то поездки. 2 карты поездки вышли. Здесь реально они куда-то едут. Какое-то коллективное мероприятие, шоу, я скажу. Здесь карта четких планов, соблюдения этих планов. Это денежный проект. По этим картам подготовка окончена. Вот карта вышла. И здесь у нас была карта «Готовы в путь», «Отправиться в путь». Это больше, вот знаете, скажем, продать на шоу что-то свое, свой талант, свои навыки, свой какой-то опыт. Но это связано вот с продажей и получением большого гонорара. То есть, если это принять и поучаствовать в шоу, показать, на что ты способен, к примеру, и получить за это, получить удовольствие и получить за это деньги. Так что вот такой чудесный расклад. Благодарю, что посмотрели мой расклад. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, кто желает. И всем пока.